Еще одно интересное событие произошло в Буэнос-Айресе. Макрон прибыл на саммит в Аргентину, а его никто не встретил. У трапа самолета его должна была встретить вице-президент страны Габриэла Микетти, однако ее там не оказалось. Французский лидер с супругой поприветствовали работника аэропорта в желтом жилете и сели в автомобиль. Желтый жилет вместо вице-президента. Черная метка Макрону. Вот когда говорят, что это случайность и какая-то несостыковка, то здесь абсолютно, просто от слова совсем. Это опять же сказки для детей на ночь. С Макроном произошло ровно то, что было запланировано. Ему в очередной раз послали сигнал. В чем этот сигнал, мы сейчас и разберемся. Что, по сути, произошло? Вот если вы будете смотреть прибытие любых лидеров стран, вы никогда на трапе не увидите человека в желтом жилете. Когда выходит глава государства, лидер государства. Не увидите. Обычно это либо стюардесса, либо какой-то другой член экипажа. Стоит на площадке и выпускает. Но человека в желтом жилете из аэродромной команды, кем бы он там ни был, на самолете в этот момент нет. Вообще, когда был прилет Путина, то человек в желтом жилете суетился на трапе. Что он там делал, непонятно, потому что там Путину подогнали самый крутой Трамп. Правильно, его еще подогнали по другим причинам. Вот, этот самый крутой Трамп. Не только из уважения к Путину. Нет, не крутой Трамп. Я не буду пока об этом. Вот. Так вот, там было видно, что там что-то суетится, человек в желтом жилете. И, возможно, ему вышли из самолета и сказали: товарищ, Путину пора выходить, марш отсюда. И он ушел. Так вот, о какой-либо нестыковке здесь речи быть не может. При всем том, что Аргентина не умеет организовывать такие мероприятия. Не умеет. Как минимум, в данной ситуации это недоработка службы протокола французского президента. Он не должен был оказаться в этой ситуации. При любых обстоятельствах он не должен был, если у него профессиональная служба протокола. Всегда сначала выходит человек, который обеспечивает техническую часть. Он проверяет, он все это, он убирает лишних. А как максимум, это согласованные действия правительства Аргентины, службы протокола, чтобы Макрон получил необходимый знак. А знак этот, его встречает человек в желтом жилете. А сейчас во Франции происходят манифестации желтых жилетов. Так вот, тот, кто организовал, уже сообщил Макрону, чего он хочет от него, каких действий хочет он от Макрона. И поэтому, чтобы Макрон не сомневался в возможностях этого организатора, ему была организована такая встреча, публичная. И Макрон, если бы он был государственным деятелем, не вышел бы на трап, пока там стоит человек в желтом жилете. Просто не вышел. Выходя, он уже мог заметить, и, даже понимаете, он выходит из самолета, еще не вступил на трап, но он уже видит людей, которые его встречают. Он вполне может развернуться и уйти в самолет, объяснив это любым способом. Но у Макрона кишка тонка,
бросать вызов тому, кто прислал ему черную метку. А это американская страновая элита.